Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, коллеги, сегодня мы разберем тему, на которой горят даже самые талантливые инженеры-конструкторы. Знаете ли вы, что отказ от зубчатых передач вызывает до 40% всех незапланированных простоев на заводе? И поверьте моему опыту, чаще всего шестерни ломает и рвет в клочья не из-за плохого металла. Проблема кроется в слепом, бездумном выборе степени точности. Ошиблись на этапе проектирования, и ваши детали не проживут и месяца. Мы с вами будущая элита машиностроения, и я хочу, чтобы вы не просто читали эти стандарты, а понимали всю физику этого процесса. Но где именно заложен этот фундамент, на котором строится вся надежность механизма? Давайте откроем главную книгу зубореза. Наш главный путеводитель — это ГОСТ 1643 81 года. В нем заложено целых 12 степеней точности. Но главная гениальность отечественного стандарта заключается в том, что он разбивает точность на 3 абсолютно независимые нормы. Это кинематическая точность, плавность работы и контакт зубьев. Ну или пятно контакта, как вы все привыкли это слышать. Большинство новичков думает, что точность — это просто одна цифра на чертеже. И это грандиозное заблуждение, которое стоит предприятиям миллионы. Стандарт позволяет нам играть этими нормами как виртуозному музыканту. Чтобы понять, как именно создавать эти шедевры, нам нужно разобрать каждую норму под микроскопом. Давайте же поскорее начнем с первой. С того, что я называю пульсом механизма. Первая норма — кинематическая точность. Ее физический смысл — идеальная синхронность вращения ведущего и ведомого вала. Представьте, что шестерня — это часы. Любая накопленная погрешность шага или радиальное биение венца приведет к тому, что вал начнет вращаться рывками с низкочастотными колебаниями в каждом цикле оборота. Это критически важно для высокоточных делительных станков или роботов-манипуляторов, где малейший сдвиг означает порой даже катастрофу для целой линии. Казалось бы, валы крутятся синхронно, механизм работает четко. Но почему тогда редуктор, собранный с идеальной кинематикой, вдруг начинает выть так, что аж закладывает уши? Причина тут уже кроется немного глубже. Вой и скрежет редуктора — это вторая норма, плавность работы. Если кинематика — это пульс, то плавность — это как голос металла. Местные такие вот отклонения шага и погрешности самого профиля эвольвенты вызывают высокочастотные удары зубьев друг об друга. Каждое такое микростолкновение порождает шум и жесткую вибрацию. В автопроме или при проектировании электромобилей, как сейчас модно, да, с высокими оборотами инженеры буквально сражаются за каждый микрон плавности, чтобы вы в итоге комфортно себя чувствовали в салоне автомобиля. Итак, мы добились тишины и синхронности. Но что произойдет, когда мы подадим на эту идеальную шестерню нагрузку в 1000 лошадиных сил? Она может просто хрустнуть и не выдержать. Если мы забудем про третью норму. Третья норма — это, знаете, как мускулатура, да, то есть это мощь нашей передачи. Контакт зубьев. Как бы точно мы не нарезали шаг, если зубья прилегают друг к другу только одним краешком, вся колоссальная мощь ударит в одну точку. Результат — мгновенный износ, сколы и разрушение. Именно поэтому мы нормируем пятно контакта по длине и высоте зуба. Любой грамотный, опытный инженер знает: распредели нагрузку равномерно, и даже шестерня из простой стали будет творить чудеса в работе. Вот мы и разобрали 3 столпа: кинематика, плавность, контакт. Запомните это. А теперь я покажу вам фокус, за который главные технологи
будут носить вас просто на руках. Знаете ли вы, что их можно все эти 3 столпа смешивать воедино? Магия ГОСТа. Правила комбинации. На чертеже это выглядит вот так, как вы сейчас видите перед собой. Например, 876. 876 назначаем 8-ю степень для кинематики, 7-ю для плавности и 6-ю для контакта. Стандарт разрешает делать плавность до 2 степеней точнее кинематики, а контакт еще точнее. Зачем, спросите же вы? Чтобы не переплачивать. Если вам нужен тихий и мощный редуктор, вам не нужно прям вылизывать, его кинематику до космических каких-то масштабов и идеалов. Мы концентрируем точность и бюджет только там, где это действительно необходимо. Но возникает тогда логичный вопрос. На что вообще опираться, выбирая этот базовый набор цифр? Существует один безжалостный закон физики, который обмануть, к сожалению, еще ни у кого не получилось. Главный диктатор выбора точности – это окружная скорость зуба. Запомните, как только скорость возрастает, любые микроскопические погрешности в геометрии превращаются в колоссальные динамические удары и в гигантскую проблему. И эти силы растут пропорционально квадрату скорости. То, что прощало медленное вращение на высоких оборотах, разорвет металл просто на куски или оглушит вас своей работой. Именно скорость делит все машиностроение на разные, как можно назвать, лиги. Давайте спустимся в самую тяжелую лигу, где крутящий момент огромен, а скорости совсем минимальные. Какие допуски мы назначим для стальных гигантов? Лебедки, грузоподъемные механизмы, тихоходные конвейеры, окружная скорость здесь от доли до 10 метров в секунду. Здесь работают 8, 9, а иногда и вовсе 11 степень точности. Назначать здесь высокую точность – это техническое преступление и пустая трата денег предприятия. Эти шестерни легко режутся обычными фрезами и работают в таком режиме просто десятилетиями при правильной, конечно, смазке и других сопутствующих правил. Сила есть, ювелирная точность не нужна. Но прогресс не стоит на месте. Нажимаем на педаль газ, переходим рубеж в 10 метров в секунду. Как поведут себя наши грубые шестерни, к примеру, в легковом автомобиле? От 10 до 40 метров в секунду. Это зона обитания коробок передач, автомобилей и приводов скоростных станков. Обычная фрезеровка здесь уже может вас не спасти. Грубые шестерни будут выть и вибрировать, разрушая ваши подшипники и нарушая ваше, так сказать, психологическое спокойствие. Мы обязаны перейти на 6-ю или хотя бы 7-ю степень точности. Вот идут шевингование или же шлифование зубчатого венца, укращающий металл на микронном уровне. Это золотая середина современной промышленности. Что если мы конструируем какой-нибудь газотурбинный двигатель или вообще, допустим, вертолетную трансмиссию? Там, где скорости уходят аж за 50 метров в секунду. Тут уже, друзья, в игру вступают совершенно иные законы. Свыше 50 метров в секунду это аэрокосмическая элита. Вертолетные трансмиссии, турбокомпрессоры – это уже 3-я и 4-я степень точности. Малейшая ошибка здесь – это не просто шум, это риск целой катастрофы. Колеса проходят термическую обработку, а затем филигранно и легко шлифуются на 5-осевых станках с точностью до 3 микрон. Температуры колеблются от минус 50 до плюс 150 градусов в пике. Глядя на это совершенство, у молодого конструктора чешутся прям руки заложить 4-ю степень точности везде, даже в лебедку. И он думает, что вот этим я решу все вопросы. И вот почему за это я бы сразу увольнял такого специалиста. Суровая экономика, зубчатое колесо 5-й степени точности со шлифовкой обойдется заводу в 3 даже в 8 раз дороже, чем колесо 7-й степени из-под фрезы. Необоснованное завышение требований – это, я бы сказал, клеймо некомпетентности специалиста.
Каждое требование должно быть жестко обосновано режимом работы данной шестерни. Инженер — это тот, кто может сделать за рубль то, что любой другой сделает за 1000. Но есть в нашем деле еще одна страшная ловушка. Вы можете потратить миллионы, получить идеальную, просто золотую, да, шестерню 4 степени, поставить ее в редуктор или в любой другой механизм, и она у вас сгорит в первый же день, и катастрофа будет. Знаете почему? Добро пожаловать в реальный мир. Феномен иллюзии точности. Мы вышлифовываем зуб с погрешностью в 5 микрон, но под рабочей нагрузкой тонкий вал или хлипкий корпус деформируются. Такое же бывает. И они могут деформироваться, к примеру, даже на 50 микрон всего лишь. Идеальная шестерня перекашивается, контакт уходит на край зуба, и металл просто начинает крошиться. Точность самой детали теряет вообще практически весь смысл, если система не обладает надлежащей жесткостью. Передача работает как единый живой организм. И возникает парадокс: если деформации вала под нагрузкой неизбежны, то тогда как нам спасти передачу, не превращая ее в какую-то такую, знаете, массивную, да, чугунную глыбу? Ответ опять же кроется в руках технологов. Чтобы обеспечить нужную точность, мы должны знать возможности нашего оборудования, то есть наших металлообрабатывающих станков. Зубофрезерование червячными фрезами стабильно нам дает 7-8 степень точности. Конечно, если вы будете применять более дорогой инструмент, более жесткое оборудование, то вы можете опуститься даже до 6 степени точности. Это рабочая полностью лошадка. Если нужна стабильно 6 степень точности для автопрома после фрезы, в ход идет либо шевингование, либо уже доработка этой шестерни на зубошлифовании после термообработки. А вот для высших 4 и 5 степени точности альтернативы нет, тут только прецизионное зубошлифование уже закаленных колес. Это дорого, порой медленно, но зато безупречно точно. Но современная инженерная мысль нашла хитрую и изящную лазейку, как заставить геометрию работать на нас, компенсируя все эти изгибы, деформации без какой-либо, знаете, такой супер-супер дорогой шлифовки и доводки. Знаете, о чем я говорю вам? Да-да-да, это высший пилотаж, который сегодня практикуется повсеместно. Преднамеренная модификация профиля или цифровое читерство, да, как его называют. С помощью компьютерного моделирования мы заранее просчитываем, как вал и как шестерня будут изгибаться под определенными нагрузками. И мы умышленно снимаем несколько микрон, а порой и больше металла с краев зуба или профиля. Делаем так называемый бочкообразный профиль, или, как его называют, коррегированный, да, профиль. Такое шестерня выглядит такой, знаете, неказистой, не симметричной, но под пиковой нагрузкой вал прогибается и зубья встают в идеальный стопроцентный контакт. Ну, во всяком случае, теория нам об этом постоянно говорит, и все как-то, вот знаете, подсели на это и думают, что это все работает. Ну, наверняка они отчасти и правы. И тут мы победили деформацию умом, а не грубой силой и классом точности. Хорошо. К чему же тогда сводится вся наша сегодняшняя лекция? Коллеги, запомните главное. Выбор степени точности – это не слепое копирование ГОСТа. Это великий баланс между кинематикой, нагрузками, технологическими возможностями вашего производства и экономикой всего предприятия. Будущее за умным производством, в этом я не сомневаюсь ни на секунду, где допуски не вырубаются топором, а адаптируются под конкретную деталь и конкретный механизм. Используйте цифровые двойники, играйте нормами комбинирования, чувствуйте жесткость конструкции в целом. Будьте творцами, которые мыслят на прям несколько шагов вперед и не боятся экспериментировать. Спасибо за внимание, пусть ваши все механизмы работают идеально и стабильно. У меня на этом все, подписывайтесь на канал, не забывайте делиться с друзьями и всем добра. Пока-пока.